Друзья, мы отправились в интереснейшее путешествие в Казахстан на космодром Байконур. И снова в путь дорожный. В прошлых видео мы столкнулись с плохой погодой, Великолепные русские дороги. ужасными дорогами, Дикие деревни. Вот как они до сюда. проехали больше 1000 километров. Мы проезжаем Волгу. Проехали 1000 километров, задница квадратная. Девчонки Лис делают попытку номер 3 на проникновение в Казахстан. Первые две увенчались провалом. Неудачей. С трудом преодолели границу и в конце были остановлены казахскими полицейскими. Друзья, нас остановили менты местные. Утверждают, что мы превысили скорость, хотя мы ее не превышали, нас даже по Яндекс.Картах ничего не пикнуло. Светлана пошла разбираться, что уже долго сидят. Ну а чем закончилась эта встреча и какие приключения нас ждали дальше, смотрите в этом видео. Что эти мудаки хотели? Они хотели меня оштрафовать за превышение скорости. Какие у них были доказательства? Они показали съемку с видеокамеры. И что там было? Там был номер моей машины. И какая скорость? И скорость 73 километра в час. А мы в населенном пункте. Здесь положено ехать 60. Но я им ничего не заплатила. Они меня отпустили. Добрые, хорошие ребята полицейские. Сказали, предупреждение на первый Нет, раз? они уже начали набирать мне штраф. Сказали, что 7000 тенге. А это все равно очень много. И я сказала, как это так много? Я же превысила всего лишь на 3 километра. И он пошел в положение. А где населенный пункт? У нас по карте показывает 100 километров в час можно Нет, ехать. там был населенный пункт какой-то. Вот Яндекс.Карты подводят, друзья, так что не верьте. Населенный Нет, ну, пункт. первая встреча с полицейскими оказалась удачной. Они оказались, ребята, вхожие в положение в наше. И, видимо, то, что мы девочки, тоже сыграло роль. Ты почти расплакалась, да, Светлана? Нет, я бы, конечно, могла расплакаться, но решила нет. Просто сказала, что очень жалко, и я тормозила, и я не хотела нарушать. Я нарушила всего лишь на 3 километра. Если у них там скорость и плюс 10 километров. Надо было пожаловаться, что вот разметки у вас нет посредине дороги. И ехать вообще невозможно. Ни черта Она не в итоге видно. отпустил, не стал ничего написывать. Но Сказал, ладно. нужно будет ехать осторожно с соблюдением всех правил дорожного движения. Потому что вот так из потока прям включил мигалку. Ты на обочину сворачиваешь. Да? Не вижу ничего. А вот этот населенный пункт Закончился. Барбастау. Теперь можно ебашить. Да, но тут ебашить сильно нельзя. 90 километров плюс 10. То есть не выше 100 мы можем разгоняться по их дорогам. Все, друзья, желайте нам удачи, чтобы мы доехали. Потому что в такой темноте, без разметки, это какой-то адок. Вот опять населенный пункт. Мы проезжаем город Актобе. Это один из крупных населенных пунктов на нашем пути. Центральная какая-то улица, дома красивые, все освещено.
снимать. Вас не надо снимать? Надо. Пятый. Итак, у нас идет какой час нашей поездки? Наш поездки. Ну, В общем, двое суток. да, друзья, едем вторые сутки. Или двое суток. Уже мы сбились со счету. Без 2 часов двое суток. Время по московскому 12 с чем-то. 12:30. 12:30 уже, да. А по местному получается 2:30. Разница с Москвой 2 часа. Мы остановились тут попить кофеек на заправке. Люди все гостеприимные. Нас запускают в туалет, хотя здесь ночью запрещено заходить в помещение. Наше путешествие продолжается. Оставайтесь с нами. Что? Доброе утро. Тебя не видно. Так видно. Это наше первое утро в Казахстане. Да. У меня на какой-то паспорт. Да, я хотела заснять рассвет, таймлапс с восходом солнца, но ничего не видно было. Друзья, всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем углубляться вглубь Казахстана. И встретили рассвет, солнце так и не увидели. Сейчас сделали привал, попьем чай и поедем дальше. Хотим сказать вам, друзья, что ехать на машине почти так же трудно, как и пешком идти. Без конца. Поэтому вот так вот. Делаем привал в чистом поле васильки. Вот они, бескрайние степи Казахстана. Такая ровная дорога, поворотов мало. И степь, 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 бескрайняя степь. А еще, друзья, я хочу вам показать, во что превратился мой автомобиль. Во-первых, он пострадал, когда мы проходили границу на российской стороне. Там было какое-то безобразное просто дорожное покрытие, и вся моя машина превратилась в какую-то... Она была черного цвета, а теперь она вся один сплошной комок грязи. Что вы, Людмила, скажете? Не знаю, что сказать. Друзья, мы вымотались. Вот как мы в походах выматываемся, постоянно выбираем самые трудные маршруты. Так же и здесь. На машине ничем не легче. Выбрали маршрут, который 2700 километров. Вместо того, чтобы поехать, как все люди, поехали вот так. Коровки переходят дорогу. Им все равно, что здесь ездят машины. Где ваши пастухи, блядь? А Людмила ругается. Баранчики переходят дорожку. Надо нам план или не надо? Ну, сейчас подождем, пока это стадо перейдет. А это что? Полиция их гонит. Интересная система. Все. Разогнали, да. Давай, шевели копытками. Все.
Так, остановились на заправке. Нет, Людмила, сюда. Остановились на заправке, а здесь бензина нет. Следующая заправка только через 80 километров. Кругом степь. Ну, хоть пойдем в туалет сходим. Да, это прям местный колорит, это точно. Ой, там кладбище вдалеке. В общем, друзья, вот такой чудесный туалетик. Смотри, не провались. Друзья, на нашем пути встретились первые верблюды. Это так здорово, мы как будто бы в пустыне. Ну, наверное, это и считается уже пустыней. Сейчас пойдем их смотреть поближе. Сюда. Не хочет. Ну что, друзья, давайте погладимся. Я отстану от вас. Они вместе скооперировались нападать на нас. Эти какие-то очень высокие подошли. Ладно, не будем вас беспокоить, красавцы. Все, уходим. Давай вот это вот пропустим. Да иди, смотри. Быстрее как. Очень быстро ходит. Копытками. А тут ходит. О, смотри, смотри, давай вот ладно, лечку давай. пропустим. Вон того пропусти еще. Бежит. Давай, маленький. Это Давай. Не спеша. Сейчас еще обратно. Там дальше корова. Друзья, мы приехали в кафешку перекусить немного. Она такая уже традиционная совсем. Здесь вот такие места для сидения. Сейчас попробуем. Кухню заказали обычную.
Не хочешь будить кошака? Пускаемся в пляс. Друзья, нам осталось ехать порядка 400 с лишним километров. Это уже финальная прямая буквально. И мы прибудем в город 410. Байконур. Вот 5 400. часов. Совсем уже осталось чуть-чуть по сравнению с тем, что мы проехали. Но силы же совершенно не остается. Мы измотаны в край. Вкусный какой. Друзья, вот дегустируем. Принесли борщик, соляночку. Мне нравится. Людмила одобрила. Она у нас очень-очень привередливый дегустатор, поэтому если она сказала 5, то это действительно хорошее блюдо. Вот такое кафе придорожное. Очень дешево. Нам тут дали Wi-Fi бесплатно. Здесь можно поменять денежки, поесть местную кухню. И вот мы уже на подъезде к заветному Байконуру. Но так как сам город Байконур является закрытым, там действует пропускной режим. Простых смертных туда не пускают. Нам же пришлось искать пристанище в поселке Торетам, который располагается неподалеку от трассы. Ура! Мы приехали на Байконур. Сейчас посмотрим, что это за гостиница такая. Сможем ли мы здесь остановиться? Wi-Fi даже есть. Ну, тоже хорошо. Кафе-бар. Друзья, ну вот мы приехали в Торетау. Таратам. Ищем гостиницу. И не можем найти. Какую-то нам предложили богадельню. Хотим найти вариант получше. А местность тут вот такая. Так как наши силы были уже на исходе, а на завтра было намечено выдвигаться на сам космодром, мы приняли решение остановиться в придорожной ночлежке, о чем впоследствии сильно пожалели.